Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня я показываю, как же сделать йогуртовый крем для торта, который вот так потом шикарно застывает между коржами, но который заливается именно на коржи в таком жидком виде. И что же нам для этого понадобится? Будет вкуснейший крем, хорошо очень нарезается такой крем, ни в коем случае не резиновый, очень легкий. Это один из самых низкокалорийных кремов и очень бюджетный также, потому что мы здесь не используем никаких дорогих ни сливочного сыра, ни творожного сыра и так далее. Никаких дорогих ингредиентов здесь нет. Итак, йогурт у меня здесь 3,5% жирности. Здесь у меня 650 грамм йогурта. Именно комнатной температуры. Вот здесь это очень важно себе уяснить. И также 50 грамм сока маракуйи у меня здесь из пакета. Этот сок будет очень хорошо, мы его сейчас соединим с йогуртом, он очень хорошо дает вкус маракуйи. Здесь у меня 3 пакета желатина по 9 грамм, 27 грамм желатина вот на всю эту массу. Желатин у меня такой немножко слабоватенький. Здесь 400 грамм очень хорошо охлажденных сливок, в отличие от йогурта. 2 пакетика ванильного сахара и 70 грамм сахарной пудры. Итак, йогурт и сок комнатной температуры, сливки же очень хорошо охлажденные. Из холодного йогурта, как делается такой йогуртовый крем, экспресс-метод, есть уже на моем канале. Я оставлю ссылку на подробнейшие видео в описании. Итак, сейчас моя задача распустить желатин, и чтобы он у меня набух. Для этого я беру холодную кипяченую воду, и по инструкции вот эту массу я заливаю 12 столовыми ложками холодной кипяченой воды. Также ее перемешиваю и оставляю для полного набухания. Потом я импульсами буду его подогревать в микроволновке. Вы же можете это сделать также на водяной бане. Сейчас я сок введу в йогурт. 50 грамм, еще раз повторюсь, сока и 650 грамм йогурта, 3,5% жирности йогурта у меня персик маракуйя. Вы же можете любой по вкусу брать, не обязательно брать с соком. Просто сок, он очень хорошо усиливает вкус именно этого йогурта. Вы можете просто 700 грамм йогурта взять. Вот такой обычный сок у меня, написано маракуйя, то есть тут только маракуйя. Ароматнейший получается крем благодаря буквально вот этому небольшому количеству сока в креме. Возьмите себе просто на заметку. Холодные очень сливки у меня. Я сразу туда высыпаю весь мой ванильный сахар и также высыпаю туда всю сахарную пудру. Это все по вашему вкусу. Я же беру именно 70 грамм. Вы смотрите по своему йогурту, насколько он кислый, насколько он сладкий. Может быть, вы вообще обойдетесь без сахарной пудры. Но у меня вот такой здесь именно вариант. Взбиваем мы сливки до мягких пиков. Я пока в это время растопила желатин в микроволновке такими импульсами. Где-то 30-40 секунд мне для этого понадобилось. И вот довзбиваю мои сливки до мягких пиков. Ни в коем случае полного взбивания мне здесь не нужно. Сливки у меня сегодня всего лишь 30% жирности. Крем этот в итоге получается очень легким. Видите, пиков нет таких устойчивых. Вот больше и не нужно здесь взбивать. Перед тем, как соединить этот крем, весь полностью уже сливки с йогуртовой основой, я создам уже полную основу для сборки моего торта. Первый корж я слегка промазываю вот этой сливочной массой моей взбитой, чтобы просто корж прилип к подложке. И слегка его пропитываю. Здесь у меня бисквит без разрыхлителя. Чудо-бисквит без разрыхлителя ванильный есть на моем канале. Подробнейшие видео, ссылку оставлю в описании к данному видео. Бисквит у меня сегодня 19 сантиметров в диаметре. Теперь я беру мою йогуртовую основу. Оттуда я буквально пару ложек беру и ввожу 4 ложки у меня здесь. И ввожу в желатиновую массу. Она у меня слегка подостыла, эта желатиновая масса. И просто перемешиваю это все ложкой. Получается такая глянцевая жидкая масса. И сейчас вот эти вот комочки — это персик, потому что персик, маракуйя и йогурт у меня. И сейчас я просто это вливаю в йогуртовую массу. Уже обязательно она должна быть комнатной температуры, не холодная.
Как, еще раз повторяюсь, как из холодного йогурта делать такой крем и собирать без кольца, есть на моем канале, но там его придется перетирать через сито. Здесь, видите, такая жидкая масса получается. Просто перемешиваю все это венчиком. Ни в коем случае никаких комочков желатина, ничего здесь не будет, потому что масса теплая. И сейчас вот такими вот небольшими порциями я введу туда все сливки. И сливки тоже просто вмешаю туда, буквально обычным венчиком. Миксер я никогда здесь не беру, даже ручной, потому что не считаю это нужным, чтобы лишние пузыри у меня были в этой массе. Просто этого достаточно, чтобы соединились две эти массы. Итак, все перемешиваем до однородности. И крем наш готов. И заметьте, я это делаю во время сборки торта, чтобы, если вдруг прохладно в помещении, чтобы не стал схватываться желатин, а чтобы заливалась эта именно масса на наш торт. Внизу я буду слой конфи класть, поэтому я беру и буквально ложкой, это вот персик от йогурта, и буквально ложкой намазываю вот этот вот слой йогуртового крема моего и кладу конфи. Конфи у меня здесь много, большая прослойка. У меня нет ацетатной пленки, и я просто беру мое кольцо, ставлю туда вот такие канцелярские папки, я всегда ими пользуюсь, и вы берите, если у вас нет ацетатной пленки. Папки у меня очень качественные, они очень хорошо моются. Я их использую всегда, их потом дезинфицирую водкой перед использованием к каждому торту. И идеально они держат всю форму. Сейчас я буквально ложкой также накладываю мой жидкий йогуртовый крем, уже готовый, на конфи. И просто вот чтобы слегка был слой крема, чтобы конфи у меня потом не плавало в этом креме. Так мне надежнее, потому что конфи и так очень сочная, и поэтому эта прослоечка будет достаточно. И просто кладу туда слой бисквита. Теперь я слегка этот бисквит, буквально слегка прохожусь пропиткой, совсем чуть-чуть. Я просто здесь уже вырезала видео, чтобы не занимать место. Ну, по всему, конечно же, коржу. Ну, чуть-чуть совсем пропитки, потому что йогуртовый крем, он очень влажный. Но этот бисквит, он все равно требует пропитки. Здесь заливаю, видите, как он хорошо льется. Комочки – это персик, который был в йогурте. Вы же можете любой питьевой, можете взять йогурт, это без разницы. Вот так вот слегка я его потрясываю, чтобы он разошелся, этот мой крем. И кладу уже следующий корж. Также следующий корж слегка, небольшая. У меня идет пропитка здесь. Пропитка здесь у меня 100 грамм холодной кипяченой воды и 20 грамм сгущенного молока. На эти 4 коржа этого достаточно. Даже меньше у меня ушло. И накрываю, конечно же, все коржом бисквита, который у меня, на котором дно было, да, когда я выпекался. И вот в таком виде я ставлю в холодильник где-то часов на 5. Обязательно это нужно сделать, чтобы крем стабилизировался, схватился. Видите, все ровно, идеально схватывается. И высота у торта где-то у меня 13 сантиметров сейчас получилась. Прошло у меня примерно 5 часов. Я достала мой торт из холодильника, убираю с него кондитерское кольцо, убираю мои папочки. Они очень хорошо, мои пленочки, отделяются от торта, потому что крем уже схватился, но ни в коем случае не резиновый. Крем воздушный, очень легкий на вкус и очень-очень ароматный, благодаря тому, что мы вводили туда сок. И вот такой вот тортик получается. Видите, он слегка у меня вот так вот потрясывается, потому что йогурт, и, конечно же, нужно его как-то стабилизировать. Перед тем, как я его буду покрывать белковым кремом, я его вот таким тонким слоем сейчас, я, конечно, это все разровняю сейчас, покрою масляным кремом на сгущенном молоке. Небольшим слоем и опять на часок в холодильник. И также, если вам под мастику нужно, тоже так же. Либо же, если на масляных кремах какими-то будете выравнивать, тоже можно. Но надо стабилизировать обязательно. Надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю успехов и до встречи в новых видео.